В деревне, которая со всех сторон была окружена глухим лесом, люди боялись ходить глубоко в лес, а некоторые даже в сторону леса боялись смотреть. Лес, особенно ночной лес, был его владением. Он наводил страх на стар и млад. Он был свиреп и ужасен. Гигантский, как медведь белоснежный, как снег, с большими клыками, с горящими глазами, горящими ненавистью. Он – ужас в ночи, он волк, волк-одиночка. Особенно страшно жителям становилось в дни полнолуния, когда становилось страшно даже в собственном доме. А все потому, что волк-одиночка начинал выть, и его вой распространялся со всех сторон, как будто он находился сразу и везде. Людям было очень страшно, но именно в такие дни, дни полнолуния, жители глухой деревни слышали не просто страшный вой, а вой полный боли и страданий. Некоторые люди чувствовали слезы ужасного он. В этой деревне из уст в уста ходила одна страшная и трагичная легенда. Много лет назад пьяные охотники от скуки и нечего делать решили разорить волчью нору, в которой жила волчья семья. В этот вечер волк ушел на охоту, оставив своих детей с волчицей в норе. Волчица с новорожденными волчатами были одни и беззащитны, так как роды забрали все силы. Пьяные охотники увидели отличную мишень и убили волчицу, а маленьких, еще слепых, волчат задушили, а потом сняли с них шкурки. Охотники хвастались, какие они молодцы, как весело провели время. Но их веселье прервал волк, он вернулся к своей любимой, с охоты. Радостной удачной охотой волк посмотрел в нору и увидел весь этот ужас. Волк на глазах у сразу протрезвевших охотников из серого стал белым. А когда-то счастливые глаза в момент наполнились кровью. О том, что случилось дальше, рассказал единственный чудом уцелевший охотник из трех. С тех пор уже несколько лет прошло, но волк по-прежнему ходит по своим владениям и карает всех тех, кто заходит на его территорию. На опушке этого леса жил лесник со своей маленькой внучкой. Хозяйство у лесника было небольшое, всего 2 лошади, коза с козлятами, десяток кур и большой пестрый петух, будивший каждое утро своим звонким голосом всю поляну. За хозяйством лесника и Настенькой присматривала большая черная собака, которая была очень похожа на волчицу. Когда-то давно лесник нашел свою собаку в лесу в очень плохом состоянии. В благодарность за свое спасение собака осталась жить у лесника и стала верным и преданным другом. Когда Настя стала ходить, леснику за ней стало трудно успевать, но когда дедушка увидел, что собака приглядывает за малышкой и не пускает ребенка к опасным местам, печке, стеклянной посуде и так далее, то лесник обрадовался и немного успокоился. От всех опасных мест копия волчицы буквально уносила Настеньку. Собака аккуратно брала ребенка за одежду и уносила в безопасное место. Через какое-то время дедушка стал полностью полагаться на собаку, он стал видеть в питомце не просто охранника и друга, но еще и няньку. Иногда девочка засыпала вместе с собакой, уткнувшись в шерсть своего друга. В такие моменты девочка чесала пузико собаки, а четвероногий друг прижимался к ребенку. В глазах подруг было умиротворение и счастье. Больше всего в жизни старик боялся воя волка-одиночки, потому что беспокоился за внучку. А также в самые лунные ночи, когда вой становился очень громким и тоскливым, его верная собака подходила к окну и начинала плакать, это разрывало сердце охотнику. Собака плакала, словно человек, у которого болела душа. Когда вой прекращался, собака шла к хозяину, который гладил ее. После чего собака успокаивалась и шла на свое место. Почему собака так реагировала на вой? Из-за чего плакала? Что у верной собаки было общего с ужасным волком, волком-одиночкой? На эти вопросы охотник не мог найти ответа. Шло время. Настенька быстро росла и с каждым днем становилась все краше. Девочка отличалась добротой и отзывчивостью. Прошло 5 лет с того дня, как лесник подобрал и выходил собаку из леса. Приближалась страшная ночь полнолуния, когда одинокий и безжалостный волк должен был начать выть о своей тяжелой судьбе. На улице уже темнело, и только тогда дед заметил, что Насти нигде нет. Старик в панике подбежал к собаке и попросил своего верного друга найти внучку.
Собака обежала всю поляну, обнюхивая каждый сантиметр, потом посмотрела на холм и увидела девочку далеко на холме. Ни о чем не думая, дедушка побежал к внучке. Старик даже не подумал о возможной встрече с волком. Собака бежала быстрее старика и была уже в нескольких метрах от своей подруги, но вдруг в паре метров от ребенка появился тот самый ужасный, белый волк, волк-одиночка. У старика даже ноги подкосились от увиденного, но он стал бежать так быстро, как только мог. Девочка так заигралась, что не видела и не слышала опасного хищника. Волк подходит совсем вплотную к девочке. Лесник закрывает глаза от страха, что больше не увидит свою Настеньку. Но что-то случилось. Волк не набросился на ребенка. Волк подошел к Насте и стал жадно ее обнюхивать. Дедушка от неожиданности не смог ступить и шага, а просто смотрел, не в силах что-то сделать. Настя не испугалась дикого хищника. Это неудивительно, потому что ребенка вырастила собака, очень похожая на волка. Она протянула руки к его шее и стала трепать ее, как всегда, проделывала это со своей подругой. Волк поступил очень неожиданно, он просто лег и положил голову на колени девочки. В этот самый момент дед пришел в себя, а собака была уже в паре метров от ужасного хищника с ребенком. Собака осторожным шагом стала идти к Насте с волком. Волк впервые за долгое время почувствовал ласку и наслаждался этим, почти забытым, чувством. Вдруг волк резко поворачивает голову, и взгляды волка и собаки встретились. Несколько секунд, а такое чувство, что прошла вечность, животные смотрели друг на друга. Потом собака спокойно подошла к ребенку с волком. Нянька легла рядом и стала тереться об морду волка, как будто они были знакомы 1000 лет. Через несколько секунд лесник был уже на холме, он отвел внучку в сторону и ласково обнял, счастливый, что все так хорошо закончилось. «Дедушка, а что они делают? Они любят друг друга. Пойдем, Настенька, оставим их одних, им есть о чем поговорить». Они не виделись 5 долгих лет. А она вернется домой? Не знаю. Собака не вернулась. Но каждое утро под дверью дед находил куски мяса, а иногда даже целого зайца. Так прошел год, однажды утром громкий вой разбудил Настеньку с дедушкой. Маленькая семья вышла на поляну и увидела вдалеке, на том самом холме, свою собаку, а рядом с ней стоял благодарный и счастливый белоснежный волк, а также 8 немного подросших волчат. Это был последний прощальный визит семейства. Волки навсегда ушли в самую глубь леса, чтобы больше никогда не встречаться с людьми и счастливо жить в своем маленьком мирке. Прошло время, жители деревни перестали бояться ходить в лес, а эта история со счастливым концом стала передаваться из уст в уста.